Здравствуйте, Екатерина. Спасибо большое, что вы пришли на съемку. На съемку по проекту «Жить, поддержим друг друга», в рамках которой мы приглашаем и врачей, и пациентов, которые так или иначе связаны с онкологией, или на своем личном опыте, или работают с онкологическими пациентами. В вашем конкретном случае это действительно уникально. Вы и врач, и пациент одновременно. Все верно? Здравствуйте, Светлана. Все верно. К сожалению, не так уж уникально. Врачи те же люди, и они болеют. И, как правило, очень часто заболевание протекает не совсем типично или поздно обращаются. В 2018 году, в январе месяце, скоро будет 4 года, как я живу с диагнозом рак молочной железы. Диагностировали мне его сразу на 3-й стадии, и форма агрессивная. Хотя за 4 месяца до того, как мне был поставлен диагноз, я проходила профосмотр, я наблюдалась. О чем я говорю, заболевание коварное, и часто на ранних стадиях можно просмотреть. За 4 месяца до этого Да. Не видно? Нет, ничего не было. Но как сложилось, так сложилось. Все переживают одни и те же эмоции: шок, агрессия, торг, депрессия, принятие. Все те же стадии, как все люди переживают, все онкопациенты. Но, конечно, сначала была ситуация: надо быстрее начать лечение, быстрее бежать. И только когда я начала лечение, я немножко остановилась и стала задумываться вообще, что происходит. Потому что сначала ты об этом не думаешь, ты какой-то оглушенный, ты вообще не понимаешь, что происходит. Жизнь, она вроде как продолжается, а ты вроде как смотришь кино. И это как какой-то плохой сон, не про тебя. Лечение у меня было очень длительным, поскольку стадия процесса была 3-я и форма рака агрессивная. Лечение начали с химиотерапии, которая продолжалась полгода, со всеми прелестями. Но я достаточно спокойно ее переносила благодаря поддерживающей терапии, поэтому я продолжала работать. Искала врача, который сделает мне операцию, сохранив грудь. Я не хотела с ней расставаться, не представляла, как я вообще буду жить без нее. Но в моей ситуации удаление молочной железы полностью только было по онкологическим канонам приемлемо. Нашла замечательного врача. Не могу не сказать о нем. Скажите, пожалуйста, это очень важно, потому это что, поможет. знаете, когда даже хожу в церковь и пишу записочку о здравии, он у меня всегда в этой записочке. Это заведующий 4-м хирургическим отделением 62-й больницы Бурлаков Александр Сергеевич. Уникальный человек и врач. И для меня, как для врача, он эталон врача. Вот насколько он умеет коммуницировать с пациентами. Я к нему пришла с 10 вариантами своей операции. Как меня надо оперировать. Вы сами? Но я же все хотела, я же все вникла. И он настолько спокойно говорил, почему это не мои варианты, что у меня не осталось никаких аргументов, и я поняла, что здесь надо выжить. После операции у меня была лучевая терапия, и с учетом формы рака у меня еще была таргетная терапия год. То есть лечение у меня продолжалось до августа 2019 года. Сейчас я в ремиссии. Надеюсь, стойко и долго это все будет продолжаться. И вот завтра у меня очень ответственный этап, завершающий, надеюсь. Я планирую госпитализацию для реконструктивной операции. Я хочу восстановить снова свое тело. Хотя я его приняла, но мне хочется использовать все возможности медицины и снова вернуться к тому, от чего я пришла, чтобы этот шрам на полгруди не напоминал мне постоянно о моем диагнозе. А кто вас поддерживал больше всего? Близкие или иногда незнакомые люди? Знаете, в общем, очень интересная история и хороший вопрос. Онкопациент боится
когда узнает диагноз, боится. Почему? Потому что у него в голове стереотип, что это конец. Это стереотипы, навязанные фильмами, литературой. Родственники, конечно, они в таком же шоке находятся, это отдельная история. Поэтому очень большое значение придается пациентским сообществам. Их очень много и по локализациям, и вообще общие, так сказать, там ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». Мне очень помог фонд, который нашла моя дочь для моей поддержки. Он открылся в Москве как раз почти что в день моего рождения, с разницей. Да, это подарок такой у меня был к дню рождения. Благотворительный фонд «Дальше» и Центр по вопросам поддержки пациентов с раком молочной железы вместе. Вот эти названия не случайны. Вместе, потому что только вместе, со специалистами, с квалифицированными, вместе с такими же, как ты, пациентами, которые прошли эту дорогу, которые не понаслышке знают, как это, ты можешь справиться с этим заболеванием. К сожалению, в официальной медицине, да, доктору некогда заниматься твоим психологическим состоянием, рассказывать какие-то нюансы, диагнозы, операции, послеоперационного периода реабилитации. Это вообще не проводится. Поэтому спасибо благотворительным фондам, что они этим занимаются. И, конечно же, с таким же, как я, как мы называем онкофеи, онкодевочки. Вы знаете, это совершенно люди, пережившие онкологию, столкнувшиеся с ней. Это, знаете, это особый вид людей. Это люди без кожи. Мы чувствуем по-другому. Мы чувствуем друг друга. И после того, как ты столкнулся с этим заболеванием, у тебя возникает такая потребность помогать. Поэтому широко вот сейчас развивается движение равных консультантов. Кто такие равные консультанты? Это люди, пережившие онкологию, прошедшие психологическую подготовку и работающие с людьми, которые вот только-только получили диагноз. Я не равный консультант, я врач-акушер-гинеколог, мне, в общем-то, общения с пациентами хватает на работе, но, знаете, я по-другому стала относиться и к своим пациентам тоже. Я настолько внимательно именно к молочной железе стала относиться. Я как гинеколог, в общем-то, да, молочная железа, она тоже относится к гинекологии, но как-то этому всегда уделялось меньшее внимание. И вы знаете, что удивительно, за последнее время, после того, как я уже была в диагнозе, я выявляю гораздо больше, чем до. Серьезно? Да. Видимо, потому что я стала просто отслеживать скрининговые исследования. То есть на каждом приеме у каждой пациентки я смотрю, когда последний раз было обследование молочных желез. И вот каждый месяц 2-3 случая, хотя я общий гинеколог, я не мамолог, не онколог. Каждый месяц 2-3 случая я выявляю на своих приемах. Поэтому, по статистике, каждая 8-я женщина сталкивается с диагнозом рак молочной железы. И если это заболевание обнаружено на 1-2 стадии, то выживаемость 5-летней и дальше – это 95%. Поэтому наша задача, если мы будем помнить, что это есть, если пациенты не будут бояться ходить на обследование, если они будут понимать, что есть поддержка, есть лечение, и видеть примеры людей, которые с этим столкнулись, это будет совершенно другое. Бояться идти, что что-то найдут. Это я, кстати, не расслышала. Бояться идти, что что-то 100%. Причем не если только я нахожу, ставим диагноз на приеме, я говорю, я не врач, меня зовут Катя, я такая же, как вы, мы идем за руку, я вас веду. То есть я
уже по-другому, это уже другие отношения, понимаете, Я начинаются. только хотела задать вопрос, а ваши пациенты знают о вашем заболевании? В общем, я в открытом статусе, я не хожу ни на каждом углу, это не кричу, но я снималась в передаче у Малышевой на Первом канале, и, в общем, мой Инстаграм, все истории, все есть. То есть, если мне задают вопрос, я отвечаю. Если я ставлю диагноз онкологический, не обязательно рак молочной железы, там, рак шейки матки, да, я говорю, что я такая же, что бояться не надо, что я могу вам помочь и маршрутизировать, как-то подсказать. Потом, это же очень важно, психологическая поддержка. Ведь онкопсихологов вообще очень мало. Те, кто занимается именно онкопсихологией. Это не просто психолог. И, слава богу, опять же, благодаря благотворительным фондам эта помощь доступна и бесплатна. Причем не только пациентам, но и их родственникам. Потому что они точно так же, родственники переживают все те же стадии принятия. И ко мне часто, вот когда уже мои пациенты или мои онкофеи задают какие-то вопросы, да, мы знаем, куда обратиться, знаем, куда направить. Когда я получила диагноз, я была как будто в вакууме, несмотря на то, что я врач, что я проходила специализацию по маммологии, но я ничего не понимала, потому что был шок. Поэтому очень важно подхватить этого пациента. Вот с момента получения диагноза, ведь за рубежом психолог, он сопровождает пациента с момента озвучения диагноза, получения диагноза, да, и до самого конца лечения, реабилитации и так далее. К сожалению, у нас этого нет. Поэтому вот служба равных консультантов, которая сейчас развивается, и благотворительные фонды, это, конечно, в помощь. Благотворительные фонды – это часто поддержка моральная или материальная? Ну вот я рассказывала про фонд «Дальше». Во-первых, там работают специалисты, это не равные консультанты, это профессионалы, да, то есть онколог-мамолог, он читает лекцию, он отвечает на вопросы, помогает разобраться в диагнозе. Лимфолог, то есть одна из частых причин лимфостаза после перенесенной рака молочной железы – это удаление лимфоузлов во время операции. Очень часто люди сталкиваются с проблемами лимфедемы и затруднения движения. Вот можете посмотреть. Моя правая рука, она в полном объеме, благодаря, в общем-то, реабилитации, йоги, опять же, для рака молочной железы, спец-йога, да, это, опять же, все реабилитация. Именно там лимфолог рассказывает, что нужно делать, чтобы это не возникло, что нужно делать, чтобы это лечить, да, это профессионал. Диетолог. Часто меняется на химиотерапии, может быть, снижение веса, на гормонотерапии, что часто назначается при раке молочной железы, увеличение веса, диетолог в помощь. Подбор диета, ну, про онкопсихолога, индивидуальные консультации, групповые тренинги и масса других активностей. И вот по поводу материальной помощи. Денег в этом фонде мы не получаем. Но вот, например, идя на операцию, это было летом, фонд мне подарил бюстгальтер с протезом, рукав компрессионный, какие-то сертификаты на покупку спецбелья. Мероприятий очень много проводится, там мы ходим и в театр. Ну, то есть вот такого плана. Есть фонды, где поддерживают материально. Например, фонд «Огромное сердце». Ольга Сергиенко его основала. Ольга Сергиенко, которая в 27 лет столкнулась с раком молочной железы, вот организовала фонд. Там оказывается и материальная помощь тоже. Проживание, если пациенты из регионов приезжают, дорога, консультации дополнительные онкологов, продуктовая корзина. Вот бесценная помощь, например, такси. Вот, в частности, завтра я собираюсь ей тоже воспользоваться к месту лечения. Это же важно. После химиотерапии человек выходит или на госпитализацию едет. Да? Ну, то есть это все благотворительные фонды. Поэтому большая-большая благодарность. И если меня просят поучаствовать в каких-то мероприятиях, я всегда двумя руками за. Это очень важно, на Это самом очень деле. важно. Спасибо большое. Чем больше люди будут знать о том, что и какие ресурсы вообще в целом есть, тем нам всем будет легче и проще, и близким, которые с этим сталкиваются,
и, соответственно, онкопациентов. Вот именно, что и с близкими идет работа. С близкими очень психолог тяжело. работает. Моя дочь, которая мне нашла вот этот фонд, она тоже ходила на лекцию, и очень много им объясняют, что переживаем мы, как с нами вести, да, что нам можно говорить, что нам нельзя говорить. Что вам нельзя говорить? Держись, все будет хорошо. Что значит держись? Ты сама держись. Ты одна, ты за что держись? Я рядом, я помогу. Не держись. Не все будет хорошо, это банально. Мы будем делать все, чтобы справиться. Понимаете, вот эти фразы «держись, все будет хорошо» вот настолько избит. «Соберись, борись» – это не об этом. Если ты хочешь оказать поддержку, не говори эти слова. Вот, понимаете, это мы без кожи. Мы воспринимаем это по-другому. Держись, ты один, я с тобой. Это другое. Бесценные слова. Очень здорово. К родственникам нашим где-то даже тяжелее. Да. Где-то даже тяжелее, потому что они хотят помочь и не всегда знают как. Да. Знаете, я вот работала с психологом буквально, может быть, месяц назад, и она сказала, есть 4 варианта выхода из болезни. 3 из них деструктивные, 1 позитивный. Вот первый человек, который пережил онкологию, он впускается во все тяжкие. Ну, уже море по колено, жизнь одна, вот это деструктивно. Второй гиперопека, то есть мои родственники за мной ухаживали, когда я болел, теперь я должна посвятить жизнь им. Вот я должна. Это неправильно. Третий ипохондрия, когда каждому прислушиваешься. Конечно, когда что-то болит, ты сразу думаешь, а не метастаз ли это? Ты же как бы ты в теме, ты по жизни в этой теме. Но когда это заменяет все остальное, и ты постоянно прислушаешься, это... И вот четвертый, самый вот конструктивный из всех этих выходов из болезни, это постараться вернуться в то состояние, когда ты не болел. Вот это реконструктивная операция, это восприятие жизни, то есть не зацикливаться в болезни. Поэтому я вот очень долго шла к реконструктивной операции. Я очень рада, что я это сегодня рассказала, что есть такая опция тоже, когда женщины, которые потеряли грудь, могут ее восстановить. Это очень важно. Я помню по своей маме, и когда нам сказали о том, что это неоперабельная опухоль, самый большой страх у мамы был не услышать неоперабельное, потому что почему-то она абсолютно спокойно говорит, да не может такого быть, а страх потерять грудь. Вот я этот страх помню реально очень хорошо. То есть когда мы приходили к врачу на консультацию в большой онкоцентр, почему-то она замечала, там, ну, условно, не людей, которые там после химиотерапии, там, ну, допустим, без волос там, и так далее, а она замечала, вот у этого есть грудь, у этой женщины, у этого пациента есть, у этого нет. Именно поэтому я пришла с 10 вариантами своей операции. Это все операции были про то, По что... сохранению. Или про сохранение, или про одномоментную реконструкцию. Сейчас очень много кому делают действительно органосохранные операции или одномоментную реконструкцию. Но здесь всегда нужно балансировать, что у нас на первом плане стоит. Это лечение от онкозаболевания или эстетика. Вот в моей ситуации 3-й стадии агрессивной формы Александр Сергеевич сказал, мы все сделаем потом, сначала мы должны вылечиться. А через сколько вы смогли сделать? Сейчас вы знаете, можно было сделать через полгода. Ну, после лучевой терапии кожа должна была восстановиться. Но здесь, понимаете, когда ты идешь вот этой тяжелой дорогой очень долго, силы, то есть ты не хочешь возвращаться опять к боли, к травме, к наркозам, к операциям. И очень многие, ну, я думаю, что больше 90% женщин, которые грудь
потеряли в связи с онкологическим заболеванием давно, к этому не возвращаются. Но знаете, вот я консультировалась с одним из реконструктивных хирургов. Знаете, какая у него самая возрастная женщина была, которая пришла к нему на реконструкцию? Какая? 82 года. Круто. Причем я говорю, как вы ее взяли, доктор, как вы ее взяли? Он говорит, она меня обманула. Она сказала, что ей 62. А анестезиолог, когда она уже лежала на столе, говорит, ты видел, сколько ей лет? Ты кого берешь на операцию? Ей 82, она уже была в наркозе. Это лучшая история, которую можно услышать. Это вообще... Это вот любовь к жизни. Это Поэтому бесподобно. реконструктив – это выход из болезни, да? То есть ты хочешь вернуть свое тело, те же очертания, не потому что для кого-то, для себя. Это сложная операция, и бывает, что это не в один момент, это бывают там и коррекции и так далее. Я знаю, на что я иду, я знаю, что я могу не получить тот результат, который... Но я хочу попытаться. Пожелайте мне удачи. У меня ком в горле, поэтому мне немножко сложно. Не то слово, как мы желаем вам удачи. Я Спасибо. лично от всей души. Настолько, Спасибо. насколько это вообще возможно, потому что, к сожалению, я сама с этим сталкивалась по маме. Да, я и я знаю. правда понимаю, что это такое, поэтому вот абсолютно искренне, дай И Бог. вот, знаете, подводя, может быть, итог нашей вот такой краткой беседе, я хочу сказать, что, конечно, это шок. Рак – это шок, это заболевание, с которого ты будешь помнить всю жизнь. Даже находясь в ремиссии много лет и так далее. Но я хочу сказать, что медицина развивается настолько быстро, особенно область онкологии, что даже вот когда я заканчивала лечение, были одни схемы, сейчас совершенно другие схемы для моего типа, для типа рака, да, 3, еще 4 нет даже. Что вот эти благотворительные фонды, что мы сейчас об этом говорим, что много людей, которые в открытом статусе, которые вот готовы рассказать свою историю и подставить свое плечо. Не бойтесь обращаться за помощью, это не зазорно, это нормально. И, знаете, благо получает не только человек, которому ты помогаешь. Я испытываю настолько, вот понимаете, это нужно мне такой же степени, как этому человеку. Если меня Бог оставил на этой земле, я хочу помогать людям, я хочу делиться той информацией, тем опытом, который у меня есть. Он бесценен. Спасибо огромное. Екатерина, и можно еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как и врача, и пациента, что в нашей стране нужно сделать, чтобы ситуация с онкологией была с более частым положительным исходом? Ну, как я уже говорила, самое главное – это поймать рак на ранней стадии. Конечно, когда это 4-я стадия, здесь идет вопрос только о, скажем так, о продлении жизни, не об излечении. Поэтому важно рассказывать о программах скрининга, в частности, как гинеколог, программа скрининга рака шейки матки, это ПАП-тест, мазки на цитологию, ничего проще нет. Ведь, понимаете, рак молочной железы, маммография или УЗИ. То есть если, во-первых, врачи будут онконастороженные, вот как я стала онконастороженной после того, как сама столкнулась с диагнозом, и у меня стало выявляться больше пациентов с этим заболеванием, так и пациенты, они не должны бояться идти провериться, понимаете? В том-то и дело, что когда это уже клиника, это уже стадия другая. Если будут знать, что сейчас хорошие методики выявления, лечения, хороших прогнозов, поддержки, тогда не будет этого страха, вот этих вот фильмах, да, что такое химиотерапия лысой. Это другая химиотерапия. Сейчас идет, кстати, большая работа по выработке клинических рекомендаций по сопроводительной терапии, чтобы уменьшить вот эти побочные действия любого противоонкологического лечения, да, и лучевой терапии, и химиотерапии и так далее. Работа не стоит, работа идет, и идет она очень большими темпами. Поэтому, чтобы победить онкологию, нужно об этом говорить, нужно ее рано выявлять и хорошо лечить. И еще я не удержусь, можно еще Конечно. вопрос? Екатерина, вы рассказывали в блоге про врача,
который написал книгу, который победил рак. Да. Можете рассказать, как вы с Не ним про познакомились? врача. Это не врач? Нет, Прошу это прощения. пациент. Пациент? Да, пациент. 4-я стадия рак. Лечение экспериментальное в Израиле. Да, но человек это победил, и Сергей Федоров, он написал книгу, да, «Баловень судьбы». Да. Он всем дарит. Он мне тоже подарил эту книгу. Уникальный человек, он тоже снимается в программах очень часто. Это про любовь к жизни и про поддержку жены. То есть именно об этом книга. Что благодаря поддержке, конечно, ты можешь очень много преодолеть. Когда человеку есть смысл бороться, он борется. Когда его поддерживают, понимают, он борется. Вы сейчас сделали такое важное дело и оказали такую поддержку, что будем надеяться, что ваш исход операции будет действительно прекрасный. И от всей души еще раз, правда, ком в горле, поэтому сложно говорить. Но, Екатерина, еще раз спасибо большое, что вы пришли. Спасибо. Это бесценная информация, бесценный опыт и, самое главное, бесценный позитив. Вы эталон, образец, ну, я даже не знаю. Спасибо большое за теплые слова. Я хочу сказать, что вот общаясь с такими, как я, с онкопациентами, у нас ведь вот это наше сообщество, онкосообщество, это другие люди. Люди, которые чувствуют жизнь по-другому. Спасибо, что пригласили. Спасибо, если наша беседа будет полезна. Обязательно. Приглашайте еще. С удовольствием. Расскажу много чего. Спасибо, Екатерина, огромное. Спасибо.